Всем привет! Наступили зимние месяца, на озерах и водохранилищах встал лед. Осталось в наших краях одно место, где можно смочить жабры. Это река Иртыш. В зимнее время Иртыш не замерзает. Выехали посмотреть места, откуда можно будет начать охоту, и места выхода, если сплавляться вниз по течению. Ну вот, приехали на точку, откуда будем начинать сплавление. Будем сплавляться по Иртышу вниз по течению. Вода сейчас упала, ГЭС воду не сбрасывает. Вон и ГЭС на заднем плане, Усть-Каменогорская. Прозрачность очень хорошая. Ну, вечером посмотрим. Все, до вечера всем. Открываем сезон 2023 года. Приехал не один, с напарником. Наш первый сплав решили его сделать изучающим, без нырков, с целью безопасности. Изучить рельеф дна и глубины. Не надеялся я в этой охоте что-то встретить. Как только начали сплавляться, ГЭС дали воду, и мы просто на огроменной скорости пошли вниз по течению. Бросилось в глаза очень много мусора на дне. По пути встретились две затонувшие лодки и корабль. И каким-то чудом в этот день мне все-таки удалось встретить рыбу. Это форель. В этот день, как начали сплавляться, как раз произошел сброс, и уровень воды поднялся на 1 метр. И через пару-тройку дней мы вновь с напарником приехали на охоту, уже чисто для нырков. После предыдущего сплава мы поговорили, обсудили весь наш сплав, кто что видел и где, по нашему мнению, более перспективные места. И уже сразу на первых нырках мне удается взять первую рыбу. Отлично. На нырке удалось взять сига. Такого хорошего, я думаю, килограмма 1,5 в нем есть. Да, действительно, попался очень хороший сиг. Получается, сделал нырок, чуть-чуть прошел буквально, и сразу он на меня вышел. Отдыхаю на поверхности, готовлюсь к нырку. Замечаю сига мимо проходящего. За ним еще один шел, но к себе не подпустили. Запас воздуха стал заканчиваться и стал всплывать на поверхность. Вновь отдыхаю перед нырком. Дышу, набираюсь кислородом. После длинных нырков надо хорошую паузу, чтобы восстановиться.
Делаю очередной нырок. Взял вторую рыбку. Трудовая получилась. Хороший дрог был. Сейчас покажу. Да, нырок выдался трудовым. Где-то не до конца восстановился. Нырок этот не пошел. Хорошо то, что увидел силуэт, чуть-чуть задержался и пошел за рыбкой. А так уже хотел всплывать на поверхность. Этот стик чуть-чуть крупнее предыдущего. Вот такая замечательная рыбка водится у нас на РТШ. Готов к очередному нырку. Хариус не размера сига, но все равно зачетный для РТШ. Может и есть и крупней, но пока не встречал. А так очень много мелкого хариуса под берегом. Еще через неделю вновь выбрались понырять. В этот день вновь попали на сброс воды, но не такой большой, как в первый раз. Попадаются плотвички небольшие. Начинаю разныриваться на небольших глубинах, готовлюсь к более глубоким ныркам. Выхожу на хариуса, но сегодня он мне не интересен. Готовлюсь к нырку. Спугивается лещ, стоящий на камнях. Прошел еще чуть-чуть, и время подошло к всплытию. Снова вижу леща, но он не поддается.
После предыдущей охоты, после которой не удалось взять лещей, вновь приехал поохотиться. Снял подствольный фонарь и переместил его в руку. Решил поэкспериментировать, сравнить качество видео. И уже на первых нырках мне удается встретить рыбу. Вот пытаюсь к ней подойти, но течение меня сносит, не дает к ней подойти. И вот и снова один из очередных моих нырков. Удобная позиция была, должен был брать. Рука в последний момент дрогнула. Очень большое желание взять леща. В прошлой охоте не удалось. И вот после многочисленных нырков вновь готовлюсь сделать нырок. Интересный момент, который заметил тут на РТШ. На глубине рыба по течению кажется мелкой. Уже в моменте потом понимаешь, когда рыбу к себе подтягиваешь, что хороший экземпляр. Лещ вытянул на кило 400, а на вид бы сам дал бы максимум ему грамм 800. Хотел сказать всем спасибо за просмотр. Надеюсь, все досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. А кто еще не подписался, то обязательно подпишитесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.